Вечер был теплый, с легким дыханием июльского ветра, что колыхал листья старых лип в саду. Над деревьями, в вышине, небо еще хранило отблеск заката, но уже проступали первые звезды, робкие, словно не решавшиеся нарушить тишину. Где-то вдали, за рекой, лаяла собака, и звук этот, одинокий и тоскливый, лишь подчеркивал покой, разлитый вокруг. В саду, на скамье под раскидистой яблоней, сидела Анна Петровна. Ей было немногим за 30, но в ее тонких чертах, в чуть опущенных уголках глаз угадывалась та зрелая красота, что не кричит о себе, а тихо манит, как свет далекой звезды. Она держала в руках раскрытую книгу, но не читала. Взгляд ее блуждал по темнеющим аллеям, где тени сливались с травой. Анна Петровна была гостьей в этом имении, приехав сюда на лето, чтобы отдохнуть от городской суеты и, как она сама себе признавалась, от пустоты собственной жизни. Недалеко, у калитки, послышались шаги. Это был Дмитрий Иванович, сосед и давний знакомый хозяев дома. Ему было под 40, он был высок, с легкой сединой на висках и той усталой мягкостью в движениях, что выдает человека, много видевшего и мало ожидавшего от судьбы. Он вошел в сад, держа в руках трость, хотя ходил без всякой надобности в опоре. Просто привычка, как он сам говорил, чтобы руки не скучали. «Добрый вечер, Анна Петровна», — сказал он, приподнимая шляпу. «Не помешаю?» «Нисколько», — ответила она, улыбнувшись одними глазами. «Сад большой, места хватит». Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите. Он сел на другом конце скамьи, положив трость на колени, и замолчал. Молчание это не было неловким, оно словно принадлежало вечеру, как шелест листвы или далекий собачий лай. Анна Петровна закрыла книгу, не заложив страницы, и посмотрела на него. «Вы часто гуляете по вечерам?» — спросила она, чтобы нарушить тишину. «Когда как», — ответил он, глядя куда-то в сторону. «Бывает, тянет пройтись, посмотреть на звезды. А вы, я вижу, читаете?» «Пытаюсь», — она усмехнулась. «Но мысли разбегаются. Вечер такой странный, будто что-то должно случиться, а ничего не происходит». Дмитрий Иванович повернулся к ней, и в его взгляде мелькнуло что-то живое, почти мальчишеское, чего она прежде не замечала. «Это вы верно подметили», — сказал он. «В такие вечера всегда кажется, что жизнь вот-вот повернется, откроется с новой стороны, а потом наступает утро, и все по-старому. Вы говорите так, будто разуверились в чудесах», — заметила Анна Петровна, и в голосе ее прозвучала легкая насмешка, но без злобы. «Не то чтобы разуверился», — он пожал плечами. «Просто чудеса, знаете ли, редко приходят к тем, кто их ждет. Они случаются с теми, кто идет своим путем и не оглядывается». Она задумалась, глядя на свои руки, сложенные на коленях. В словах его была правда, но правда эта колола, как игла, задетая неосторожно. Ей вдруг вспомнилась ее молодость, те годы, когда она еще верила в любовь, в страсть, в то, что жизнь — это не только череда дней, но и нечто большее. Теперь же, после неудачного замужества и долгих лет одиночества, она чувствовала себя словно гостьей на чужом празднике. «А вы, Дмитрий Иванович?» — тихо спросила она. «Вы идете своим путем?» Он помолчал, словно взвешивая слова. «Иду», — наконец сказал он. «Только знаете, иногда кажется, что дорога эта ведет в никуда. И все же иду. А вы?» «Я...» — она запнулась.
Я, кажется, стою на месте. Жду. Сама не знаю чего. В этот момент ветер принес запах цветущего жасмина, и Анна Петровна невольно вдохнула глубже, закрыв глаза. Когда она их открыла, Дмитрий Иванович смотрел на нее, не так, как смотрят из вежливости, а так, будто впервые увидел. «Простите, если скажу лишнее», — начал он, и голос его был тише обычного. «Но вы не из тех, кто должен стоять на месте. В вас есть что-то, как свет. Не яркий, но настоящий. Его трудно не заметить». Анна Петровна почувствовала, как тепло разливается по щекам, и отвернулась, чтобы скрыть смущение. Никто давно не говорил ей таких слов, и она не знала, как на них ответить. Хотелось сказать что-то легкое, шутливое, чтобы разрядить этот странный, почти осязаемый момент, но слова не шли. «Вы слишком добры», — только и вымолвила она. «Нет», — возразил он, и в голосе его появилась неожиданная твердость. «Я не добр. Я просто вижу то, что вижу». Они замолчали. Где-то в саду ухнула сова, и звук этот мягкий и таинственный словно подвел черту под их разговором. Дмитрий Иванович встал, взял трость и слегка поклонился. «Пойду», — сказал он. «Не хочу утомлять вас. Спокойной ночи, Анна Петровна». «Спокойной ночи», — ответила она, и голос ее дрогнул. Он ушел, а она осталась сидеть, глядя на темнеющий сад. Сердце ее билось чуть быстрее, чем следовало, и в груди, где-то глубоко, шевельнулось что-то давно забытое. То ли надежда, то ли страх, то ли предчувствие. Она не знала, встретятся ли они завтра, заговорят ли снова. Но в этот вечер, под звездами, ей вдруг показалось, что жизнь, быть может, еще не совсем прошла мимо. А сад молчал, и только листья лип тихо шептались с ветром. Утро наступило с той обманчивой легкостью, что присуща летним дням. Солнце лилось в окна, наполняя комнаты золотистым светом, а в саду, за распахнутыми ставнями, щебетали птицы. Анна Петровна проснулась раньше обычного, разбуженная не столько шумом, сколько каким-то внутренним беспокойством. Она лежала, глядя в потолок, и пыталась понять, что изменилось с вечера. Вчерашний разговор с Дмитрием Ивановичем, такой короткий и, казалось бы, незначительный, оставил в ней след, словно камешек, брошенный в тихую воду. Круги расходились, и она не могла их остановить. Она встала, оделась в простое светлое платье и спустилась в столовую. Хозяева дома, пожилая чета, уже были там, неспешно попивая чай. Старик Иван Сергеевич листал газету, а его жена, Марья Павловна, раскладывала на столе варенье и свежие булочки. «Доброе утро, Анна Петровна», — приветливо сказала Марья Павловна. «Хорошо ли спали?» «Спасибо, хорошо», — ответила Анна Петровна, садясь за стол. Она взяла чашку, но мысли ее были где-то далеко. «Сегодня у нас будет гость», — продолжал Иван Сергеевич, не отрываясь от газеты. «Дмитрий Иванович обещал заглянуть. Говорит, хочет обсудить какие-то дела по имению, но, думаю, просто соскучился по нашему варенью». Анна Петровна почувствовала, как сердце ёкнуло, но постаралась не выдать себя. Она кивнула, сделав вид, что новость ее не тронула, и принялась намазывать булочку маслом. Однако пальцы чуть дрожали, и она злилась на себя за эту слабость. «Что за глупости?» — думала она. «Будто мне 16 лет, а не 35». Дмитрий Иванович появился ближе к полудню. Он вошел в дом с той же непринужденной уверенностью, что и вчера. Но Анна Петровна заметила, как его взгляд на мгновение задержался на ней, прежде чем он поздоровался с хозяевами. Они сели за стол, и разговор потек в привычном русле. О погоде, о видах на урожай, о новостях из города. Анна Петровна молчала, лишь изредка вставляя вежливые реплики.
но все ее внимание было приковано к Дмитрию Ивановичу. Она замечала мелочи, которых прежде не видела. Как он слегка щурится, когда улыбается, как постукивает пальцами по столу, когда задумывается, как его голос становится теплее, когда он говорит о чем-то, что ему дорого. После чая Мария Павловна предложила прогуляться по саду. Анна Петровна хотела было отказаться, но Дмитрий Иванович, словно угадав ее колебания, сказал: «Пойдемте, Анна Петровна. Воздух свежий, а сад у Ивана Сергеевича. Прямо картина». Она не нашла повода отказаться и пошла. Они шагали по аллее, чуть позади хозяев, и молчание, как и вчера, снова легло между ними, но теперь оно было иным, не таким свободным, а словно натянутым, как струна. Анна Петровна чувствовала, что должна что-то сказать, но слова оказались ей либо слишком пустыми, либо слишком откровенными. «Вы вчера говорили о дороге», — наконец решилась она, глядя на гравий под ногами. «О том, что идете, хоть и не знаете куда. А если эта дорога приводит к чему-то большему?» Анна Петровна остановилась, подняв глаза на Дмитрия Ивановича. В его взгляде мелькнула тень удивления, но тут же сменилась чем-то мягким, почти нежным. «К чему-то большему?» — переспросил он, и в голосе его послышалась легкая ирония. «Вы думаете, жизнь обязана нам чем-то большим, чем есть?» Она почувствовала, как щеки ее снова вспыхнули, но отступать было поздно. «Не обязана», — ответила она, стараясь говорить спокойно. «Но разве не хочется иногда верить, что возможно, что жизнь — это не только счета, урожай и газеты, но и что-то еще?» Дмитрий Иванович остановился, повернувшись к ней. Хозяева ушли чуть вперед, и они остались одни на аллее, под сенью старых лип. Он смотрел на нее долго, так долго, что она почувствовала себя уязвимой, будто он видел ее насквозь. «Знаете, Анна Петровна», — сказал он наконец, и голос его был низким, почти шепотом, «я думал, что разучился верить в это что-то еще. Но вчера, в саду, глядя на вас, я вдруг почувствовал, что, может быть, не все потеряно». Она замерла, не в силах отвести взгляд. Его слова, такие простые, но такие искренние, задели в ней что-то глубоко спрятанное, что-то, о чем она боялась даже думать. Она хотела ответить, но горло сжалось, и вместо слов она лишь слегка улыбнулась. «Пойдемте», — мягко сказал он, указывая на аллею. «А то Марья Павловна решит, что мы затеяли заговор». Они пошли дальше, и хотя разговор их вернулся к обычным темам, о цветах в саду, о планах на осень, что-то между ними изменилось. Это было едва уловимо, как дуновение ветра, но Анна Петровна знала. Этот день, этот миг останется с ней надолго. И, быть может, он был тем самым чем-то большим, о котором она спрашивала. А сад вокруг них жил своей жизнью. Пчелы гудели над цветами, листья шелестели, и где-то вдали за рекой снова залаяла собака. Но теперь ее лай не казался таким тоскливым. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите.